Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду вам рассказывать про 6 наивкуснейших ароматов. Это моя любимая тема, потому что я обожаю гурманику, я обожаю все вкусное, сладкое. Мне вот чем слаще, тем лучше. И я всегда принюхиваюсь, когда я слышу какой-то новый сладкий аромат, и, честно говоря, мне всегда так интересно, что же это за духи, кто чем пахнет. Я записывала ранее видео и показывала всю свою коллекцию ароматов, но в девушке должна сохраняться загадка. Мне кажется, я ее сохранила, потому что у меня есть еще духи. И вот они. Ну, здесь преимущественно духи от Kilian, поэтому я уже тогда подумала, что я запишу отдельное видео, а потом вспомнила, что у меня есть еще духи помимо Kilian. Они просто стояли очень глубоко в полочке у меня ближе к стенке, и я вообще про них забыла. В общем, сегодня буду вам все показывать, и начну я с небольшой предыстории. Я пришла где-то месяц назад в ЦУМ послушать духи Kilian, потому что люблю я эти духи, они очень качественные. Они красивые, эти флакончики. И в последнее время я даже как-то подумала о том, что после того, как ты знакомишься с духами Kilian, то множество духов просто вот они теряются, и отпадает желание вообще со многими даже знакомиться, потому что настолько эти духи качественные и красивые ароматы, что конкурента достойного подобрать им становится все сложнее и сложнее. Для тех, кто не знает, Kilian — это внук Килиана Хеннесси, французского владельца коньяка Хеннесси. Вот. И он, в общем-то, в этом молодец, и он создал вот линейку духов, и очень он это сделал удачно. Вот, я пришла в ЦУМ и набрала себе блоттеров, хотела послушать еще какие-то ароматы, и взяла несколько с собой, и одни из них, вот у меня вот даже остался этот блоттер, положила рядом с кроватью. И это аромат Black Phantom, первый аромат, о котором я сегодня расскажу. Memento Mori. Memento Mori переводится «Помни о смерти», по-моему, что-то такое. Это потрясающий аромат, который заставил меня думать о нем каждый день. Я просто сходила с ума. Я вот попшикала, и я не знала, у меня не был подписан блоттер, и я не знала, что это за духи. И потом я через 2 недели, мне пришлось вернуться, чтобы 100% понять и уже купить, чтобы 100% понять, что это были за духи. Настолько они мне понравились. Для тех, кто не смотрел мое то видео, я скажу, что я обожаю гурманику, обожаю сладкие духи, я просто фанатею вот, от сладости, но такой дорогой сладости. И здесь, что называется, все попало в мое сердечко, в яблочко. Это, если так вот в 2 словах, это ром с шоколадом. Такой очень горячий, очень манкий, очень густой аромат. Кто-то там говорит, что он сидит близко к коже, не согласна. Он очень шлейфовый, один пшик, его хватает просто на целый день, на одежде он может неделю. Вот у меня блоттер неделю, я слышала на блоттере этот аромат. На одежде он еще более стойкий. У меня вот такой вот travel версия. Очень красивая упаковка, и с таким вот футлярчиком черненьким, который можно положить в сумочку, взять с собой. Очень удобно, вот так вот вставляется, и, в общем-то, одного пшика, то есть вот этого набора из 30 мл хватит, я даже не знаю, на очень-очень долгое время. И вот сейчас приближаются уже холодные времена, и это что
что ни на есть просто аромат, который будет сейчас моей такой рабочей лошадкой. Я наношу его и просто млею. Я млею, я могу сразу, такая как ароматерапия у меня происходит, хотя аромат очень густой, очень такой крепкий, я бы так сказала, вот, но я как-то прям вот растворяюсь в нем, настолько он просто вкуснейший, приятный, очень красивый, и очень красиво тоже на мужчинах звучит. Вот, в общем, просто моя новая любовь. Ну, кто-то, конечно, может устать от него, потому что он очень яркий, очень такой вот он насыщенный. Вот. А так, у него, кстати, такая шкатулка, можно купить со шкатулкой с черепом. Я к черепам очень так осторожненько отношусь. Вот. Это вот такая вот какая-то пиратская такая тема, типа помни о смерти, да, что-то вот в таком духе. Вот. Ну, интересное такое название. И, в общем-то, вот, ром с шоколадом. Прям вот наивкуснейший, как это персик вкусный. Вот. Следующий аромат от Van Cleef & Arpels это Orchid Vanille, вот такой флакончик. Это красивый аромат, я услышала его лет 10 назад в Литуале, наверное, вот из физических магазинов самый такой основной, кто продает эту марку, это Литуаль. И это, я, кстати говоря, честно говоря, даже не задумывалась, а это семья ювелиров, мы все знают Van Cleef & Arpels, это ювелирные, дорогие, красивые украшения, и это вот эта линейка их духов. Тоже в двух словах, это в целом цветочная, ну такая орхидея ванильная. Я здесь, правда, не очень прям слышу, может быть, в начале в самом слышится орхидея, а потом это ваниль с шоколадом. Очень теплый, такой окутывающий, успокаивающий аромат, приятный. Я вот перед тем, как записывать, я пшикала, и такое вот у меня облачко образовалось, у меня вот здесь вот шторка висит, и на шторке, ну и вообще вот сохранился вот этот аромат через какое-то время, пока я готовилась, там волосы накручивала. Это приятный очень аромат. Ну, я люблю ваниль. Если это ваниль, вот здесь вот пахнет она дорого. Я представляю здесь не юную девушку, а уже более такую статусную, взрослую, такую, как можно сказать, знающую себе цену. Ну, то есть это такой аромат, который подчеркнет вашу такую статусность какую-то. Но что меня расстроило в этом аромате, это его стойкость. То есть вот он не то, что сидит близко к коже, он вообще просто испаряется через 2 часа. Я посмотрела ценник его сейчас около 20, ну, он того, честно, сейчас, и на мой личный взгляд, он того не стоит, правда, потому что, ну, при такой цене стойкость не должна быть такой низкой. Кто-то, я знаю, там вот на Фрагрантике я читала, кто-то там духи, вот я вот пшикаю там, когда ложусь спать, или на кровать, или там, не знаю, подушку пшикаю. Ну, как бы для меня это немножко неподходящая история, потому что для дома есть какие-то ароматические свечи, спреи, но духи за 20 тысяч пшикать просто на подушку, ну, как бы не моя история немножко. Вот, поэтому, несмотря на всю его красоту, он действительно красивый аромат, очень, очень приятный, но стойкость его меня очень сильно разочаровала. Вот, поэтому использовала я его совсем чуть-чуть, хотя очень хотела какое-то время назад эти духи, и в целом я с ними расстанусь, потому что, ну из-за стойкости, исключительно из-за стойкости. Сам аромат красивый и приятный. Следующий аромат я расскажу, это аромат от Kilian Angel Share. Это невероятно красивый аромат. Он
Это, знаете, такой тирольский пирог с корицей. Или какой-то пирог вот просто с корицей. У меня ассоциация, так как я знаю, как выглядят вот рождественские ярмарки, какие-то европейские, там, например, в Германии, вот у меня вот ассоциация почему-то именно вот с такими вот новогодними рождественскими ярмарками. То есть это вот этот аромат, он как волшебство. Вот представляете, я сейчас беру флакон, и здесь вот такие вот такие, как в мультиках, искры такие вот из звездочек сейчас вот так сыпятся, потому что это какой-то наичудеснейший аромат, и он безумно комплементарный. Посмотрите, вот, ну, такая коробочка у него, и такой вот флакончик. Флакон просто нереально красивый. У меня вот там вот столик, я туда его кладу, и он прям там дорого-богато так смотрится. Посмотрите, такое толстое стекло. Вот. И он в виде коньяка такой сделан. У него, кстати, даже крышка, она так плотно не закрывается, вот прям как у коньяка. Вот. Очень, очень красивый флакон, и аромат просто потрясающий. Я не знаю, что-то такое похожее, кто-то там на фрагрантике писал, да, что есть какие-то там, что-то он там что-то напоминает. Мне лично он ничего не напоминает. Для меня он вот такой вот индивидуальный какой-то необычный. Я очень ощущаю здесь вот такой вот, я сказала, да, как яблочный пирог или яблочный штрудель с корицей. Вот это такое вот какой-то, вот такая у меня ассоциация. То есть, конечно же, это тоже гурманика, сладкий он, но шлейф и что-то такое вот коньячное присутствует. То есть и яблочное что-то, да, с пирогом с корицей, и в то же время какие-то нотки просыпаются коньячные. Очень интересный вот шлейф, просто такой богатый, тянется за вами. И одного пшика хватает на целый день. Я не рекомендую пшикаться им больше одного пшика. Очень насыщенный, стойкий и невероятно такой вот сильный аромат вот по своей, по красоте и по комплементарности. Как переводится доля ангелов, angels, доля ангелов. Вот. Вот так вот, значит, пахнут ангелы. Ну, красивый очень аромат, очень необычный. Вот. И я знаю, что некоторые мужчины тоже выбирают для себя этот парфюм. Очень интересно, не слышала на мужчине, очень интересно послушать его. Наверное, будет красиво звучать. Мне представляется такой какой-то очень деловой, такой статусный мужчина. И какая-то белая рубашка, там, не знаю, костюм, что-то такое. Вот. Ну, а для девушек просто вот сейчас на холодное зимнее время просто, мне кажется, что просто крыша снос, огонь, пожар. И, в общем, я очень рада, что у меня этот аромат появился в коллекции. Я вот только прям вот недавно его купила, он прям еще новенький. И, в общем, вкусняшка. Очень вкусный, правда. Дальше, да. И очень он уютный. Он прям вот такой вот согревающий, уютный. Дальше аромат от William Parfum Mango Skin. Да, правильно я? Да, William Parfumerie Mango Skin. Я услышала этот аромат на взрослой статусной женщине. У меня вот в таком, по-моему, сколько здесь, 18, по-моему, миллилитров. В общем, у меня вот такой флакончик. Я взяла себе, так сказать, на пробу, потому что я знаю вот эти ароматы. Если покупаешь флакон вот этой сладости такой, то бывает это очень все обманчиво. Поэтому я решила пока ограничиться вот таким вот размером. И видите, я его купила, кстати, 3 месяца назад и почти им не пользовалась. Потому что, значит, это манго, вообще такое просто спелое, сочное. Вот если вот прям взять вот такую вот
вы режете его, и вот там вот прям сок вытекает. Вот это вот сок этого манго, я бы так сказала, потому что это очень насыщенное такое вот манго. Но аромат, он вот просто пахнет манго. Ну, ноты, здесь сложно сказать, что они как-то меняются, играют. Ничего такого нету, вот как он изначально звучит, так он и будет звучать целый день. И вот возвращаясь к этой женщине, которую я услышала, мне понравилось, как на ней звучал этот аромат. Это было летом, и для лета он отлично подходит, просто он, ну, мне кажется, не стоит на него возлагать какие-то большие надежды, потому что в целом это простой, без какого-либо, может быть, кого-то он вообще унесет в детство. И здесь надо сказать, что в принципе это манго, я представляю его, я слышу этот аромат, и я представляю это манго, то есть оно хорошо здесь передано. Но хотела бы я пахнуть так постоянно, я не уверена. Мне кажется, он слишком простой. Он вкусный, так вот чисто для разнообразия, наверное, вообще я считаю, что в принципе у девушки, у человека, там у мужчины, наверное, несколько парфюмов должно быть, духов под настроение. Вот. И так чисто вот в коллекции просто, чтобы было, почему нет? Вот. Просто я сейчас, у меня такое время, я не очень хочу много парфюма у себя прям копить. Мне такое время, наоборот, хочется как-то новый период, новая жизнь, и поэтому мне хочется расстаться с какими-то вещами, вот, поэтому я, скорее всего, с Mango Skin пока расстанусь. Как-то вот он меня прям не зацепил, чтобы я хотела им пользоваться и чтобы прям хотела, чтобы он был в моей коллекции. Вот. Но в целом это такое сочное, вкусная манго. Я знаю, что это самый, кстати, это самый популярный парфюм из линейки Вильем Парфюмерия. У них, кстати, коробочка в желтом цвете. Это сделано специально. Желтый обозначает цвет позитива, радости. Вот. И поэтому они выбрали такой себе вот цвет в качестве такого цвета бренда. У меня вот еще был такой набор Lucky Yellow. Здесь как раз был Mango Skin Morning Chess. Он такой, быстренько пробегусь, тоже расскажу вам. Это утренние шахматы переводится. Это такой немножко запах сигарет, что-то такое табачное. Очень интересный аромат, в принципе, но более мужской. И Dear Polly, насколько я знаю, что этот аромат Dear Polly, это яблоко с чаем, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть это создатель придумал для своей жены, и назвал этот аромат в честь, дорогая Поли, в честь своей жены, и там такое описание, что вот они сидят с утра, пьют чашку чая, вот этого Earl Grey с яблоком. Ну, что-то такое, если я не путаю. Если путаю, я заранее извиняюсь. Вот такой вот наборчик был тоже у меня. Я его в коротком видео показывала. В общем, все я продала, я этим не пользовалась. Вообще для меня эта марка, она немножко не моя. Может, я еще, конечно, присмотрюсь. Вот. У кого она есть, расскажите, пишите, что вам нравится. Может быть, посоветуете что-то такое очень интересное. Насколько я знаю, что вот Dear Polly какой-то очень популярный этот аромат. Вот. Но пока меня там что-то не очень все зацепило. Даже вот этот Mango Skin популярный тоже не зацепил. Хотя я люблю сладость, люблю. И, кстати говоря, Mango Skin я в течение где-то полдня у меня держится он, вот. Поэтому тоже вот по стойкости вопросики. Следующий аромат — это аромат «Плохая девочка Extreme». Это самый популярный «Плохая девочка», самый популярный аромат от Kilian. И эта версия мне нравится гораздо больше, чем версия просто «Плохой девочки». С «Плохой девочкой» у меня была история такая, что я когда-то там приехала и слушала эту «Плохую девочку». Естественно, я люблю все самое популярное, естественно, мы все девочки падкие на это. И через где-то минут 20 я ехала в машине,
и понимала, что мне хочется просто это поскорее смыть. Вот этот османтус, тубероза, они меня просто задушили очень сильно. И этот аромат, его сравнивают с ароматом от Mancera Vanilla Exclusive. И у меня как раз Vanilla Exclusive была, я ее продала. Очень я мучилась просто с этим ароматом. Один пшик стоял у меня тоже в комнате, просто меня душил очень сильно, и я понимала, что какая-то нота, вот, наверное, мне кажется, вот этого османтуса, она меня просто сводила с ума, просто изводила всю мою голову, и я хотела просто вымыться, в общем, как-то открыть двери, чтобы все это быстро выветрилось. Вот. Но какое же было мое удивление, когда я купила себе Extreme и послушала первый раз и услышала первоначальную ноту таких каких-то очень вкусных леденцов. Я обожаю вот это вот начальное звучание вот этой вот плохой девочки Экстрима, и периодически в течение дня очень интересный аромат, как, ну не как призрак, но аромат, который раз, вот можно его не слышать где-то, потом раз, и эти ноты начинают снова ярче звучать. И вот я периодически слышу вот эту вот леденцовость вот этого аромата. Это такая цветочно-персиковая сладость, ваниль, и ну, такие вот сочные, вкусные, сладкие персики. Очень тоже сексуальный, очень красивый, очень женственный, очень такой девичий аромат. Я его не представляю вот уже прям на очень такой взрослой женщине, но вот для девушек подходит просто супер вообще, мне кажется, для тех, кто, ну, тоже вот, присмотритесь, если вам не нравится плохая девочка, просто плохая девочка, присмотритесь к Экстриму, мой вам совет, потому что, ну, я думала, что нет, у меня никогда не будет плохой девочки, потому что, ну, не могу я слышать вот просто вот оригинальную версию. Но и в Extreme я влюбилась, это любовь, и это на каждый день аромат просто, ну, у меня это не номер один на каждый день, буду с вами откровенна, потому что я уже говорила, что у меня номер один это Бланш сейчас, и это Vanilla Ecstasy. Но даже я могу поступиться Vanilla Ecstasy и поменять его сейчас на Extreme, потому что, ну, я получаю огромное удовольствие, просто даже слушая этот аромат. Иногда я просто, у меня стоит на полочке, это иногда вот так вот подхожу, чтобы просто его послушать, потому что вот эти вот вкусные леденцы, ну, как еще вот там можно так сравнить, как будто вот немножко вот, наверное, тубероза вот это дает такую вот жвачку, орбит, что-то такое, ну, вот что-то сладкое, такое приятное очень, и безумно комплементарный аромат. Флакончик тоже очень-очень красивый. Я не рекомендую вам покупать подделки, покупайте только обязательно оригиналы, только оригиналы. Вот, и, в общем, просто советую вам попробовать Extreme, это любовь. Вот. Следующий аромат, это получается последний мой аромат, это аромат Rolling in Love. И это аромат, в который я влюбилась, это был первый аромат, в который я влюбилась от Kilian. Это действительно была любовь, это миндаль с молочком, здесь такой вот очень такая приятная вот эта молочная ваниль, нежная. Кто-то аромат сравнивает этот с Carolina Herrera, какой-то там аромат. Говорят, что очень похожи. У меня тоже travel версия этого аромата. Вот. И здесь уже красный флакончик, тоже очень-очень красивый. Говорят, что его гораздо легче находить в сумочке, чем черный. Ну, это так, действительно. Я просто балдею от этого аромата. Аромат тоже очень-очень женственный.
вот это вот ощущается такая даже какая-то вот миндально, вот эта вот ореховость очень ощущается. Ну вот, в общем, представьте, что это вот, да, какая-то ореховая миндальность с молочной сливочностью какой-то. Очень такой обволакивающий, с красивым, богатым шлейфом. И немножко он вот запудривается потом, через какое-то время. И я представляю вот с этим ароматом очень интересно. Я, с одной стороны, представляю здесь такую вот какую-то девушку-куколку. Немножко вот есть такая в нем кукольность, вот, наверное, вот за счет вот этой вот какой-то пудровости, звучания пудровости. Но также я представляю какую-то очень такую богатую девушку, женщину, на которой будет этот аромат, и это будет звучать очень сексуально. Вот, и, в общем, я просто балдею от этого аромата, и тоже аромат, который подходит на каждый день. Я помню свои впечатления об этом аромате, когда я вот послушала много-много-много всего, не только Киллиан, вот просто была в ЦУМе и рядом все слушала, там и Амуажи, и все подряд, в общем. Вот. И потом вышла, и единственный аромат, вот села в машину, единственный аромат, который мне захотелось слушать, я на тот момент еще Black Phantom не слышала. И вот первый аромат, это вот как раз он был он, и я тоже о нем какое-то время думала, а потом уже купила себе вот эту вот travel версию, такая вот коробочка. Вот, и, в общем, тоже это прям просто моя любовь. Я еще знаю аромат от Kilian Love. Это любимый аромат Рианы, насколько я знаю, и его сравнивают с ароматом Мухалат, поэтому я не стала себе брать в коллекцию, хоть я и любитель сладости, может быть, потом он у меня появится, но я просто имею в наличии Мухалат и почитала, что его очень активно сравнивают именно с Мухалатом от Монталь, подумала, что в принципе, а зачем мне повторяться? Тем более стойкость у Монталя очень тоже на достойном уровне. Поэтому вот так вот, ну, если выделить, да, из всех этих ароматов, то есть Ван Клифф я сказала, да, что я расстанусь, из двух ароматов я расстанусь с Ван Клиффом и Манго. Это прям однозначно. Этот аромат «Плохая девочка экстрим» на каждый день, моя любовь, я очень активно тоже пользуюсь, причем он, кстати, подходит и там и под джинсы, и под какой-то вечерний образ, в общем, просто многие даже пишут, что вот если ему надо было оставить один аромат, то это была бы «Плохая девочка». Вот, в принципе, могу согласиться с таким утверждением. Я бы тоже, если надо было сейчас прям выбирать, я бы оставила себе «Плохую девочку», экстрим и все. Хотя очень люблю также, да, вот эти два аромата. Вот. И сейчас вот зимнее время я буду носить вот два вот этих аромата. Ну и все. Ну Angel's Share уже ближе к Новому году. Я поднажму и буду пользоваться Angel's Share, чтобы вот у меня прям полностью совпало вот это вот Рождество. Я обожаю этот праздник и Новый год, и, в общем, этот аромат будет ждать именно вот этого время, чтобы совпало именно вот с таким вот чудесным и сказочным настроением. Все. Я закончила свою коллекцию. Пишите, может быть, что-то у вас есть из того, что я показывала, ваши впечатления об ароматах, что думаете. Увидимся в следующем видео. Спасибо вам огромное за внимание, и я желаю всем прекрасного настроения на ближайшие выходные. До встречи. Пока.